Приветствую вас, путешественники! В этом видео я покажу вам страну Лаос. Прилетел я сюда на 7 дней перебить визу из Бали и посмотрел 3 самых популярных города и их окрестности. Я был приятно удивлен количеством красивых мест и достопримечательностями этой страны. Поэтому, если вы вдохновитесь прилететь сюда, планируйте гораздо большее количество времени и точек посещения локаций. Лаос довольно большая страна, по размерам сопоставима с площадью Румынии. Но с точки зрения туризма она не очень популярная, находится, на мой взгляд, в зародышевом состоянии. Я посетил 3 города – Луан-Прабанг, Ван Виенг и Вьентьянг. Зайдя на посадку в городе Луан-Прабанг, я сразу же влюбился в Лаосские горы, которые были спутниками всего моего путешествия. Называются эти горы Аннамские кордильеры или Чеонгшон, максимальной высотой 2819 метров. Друзья, я сейчас нахожусь в Лаосе, очень интересная страна. Прилетел я сюда из Таиланда, и в принципе, так как они рядом находятся на границе, я думал, что это то же самое, будет что-то похоже на Таиланд. Да, они похожи, но все равно атмосфера абсолютно другая, лаосцы другие, кухня другая, храмы тоже немножко другие. Они такие, вроде бы и похожи на тайские, но они более такие какие-то старенькие, какие-то такие больше с историей. И ты вот чувствуешь, что здесь жизнь застряла очень сильно. Тут даже гостиницы деревянные. И тут в Лаосе такая интересная валюта, называется кипы. В общем, я вчера снял аж 2 миллиона. То есть я миллионер за один вечер. На деньги европейские это 115 евро где-то. Лаос не имеет выхода к морю, и главной водной артерией его является река Меконг. Течь она начинает с Тибета и через всю Юго-Восточную Азию. Первым делом я сел на лодочку, чтобы покататься по этой реке и переплыть на другой берег Луан-Прабанга. Переехал на другую сторону города Луан-Прабанг. Здесь есть небольшая маленькая деревушка. С Луан-Прабанга курсируют вот такие маленькие лодочки, а также паромчики, на которых можно перевести автомобиль. Вот такая, друзья, вторая часть города. Ну, что вам сказать, это село. Но мы идем смотреть храмы, которые идут вдоль реки. Вообще проезд стоит 5000 местных денег. Но нам изначально хотели 10 завалить цену. Вот первый ват, но почему-то, как и другие, он закрыт. Не знаю почему. Но красивый. Больше, друзья, понравился не сам храм, а сама вот эта длиннющая узенькая лодочка. Она очень длинная, рассчитана на множество людей. Пиво Луан-Прабанг очень вкусное, реально вкусное. По сравнению с тайским, на голову выше, чем тайский Лео или тайский Чанг. Так, друзья, забрались на гору. Тут, конечно, он еще реставрируется, но зато вид с горы очень классный. Итак, друзья, первый ват в Лаосе, который по-настоящему открыт. Тут мы видим настенные красивые рисунки. И что здесь внутри? Давайте посмотрим. Опа! Очень красиво. Тоже настенные рисунки. Сразу скажу, что немножко по-другому, чем в Таиланде, чем в таиландских храмах. Потому что все как-то вот так... Все деревянное и все как-то такое старенькое, как будто ты переместился на лет 200 назад. Очень классный храм, друзья, тут никого нет, нету туристов. Он такой, как деревянный сарайчик в селе, и здесь очень классно отдыхать. И вот такой храм, друзья, он уже такой более современный, с красивыми рисунками. Главное, к чему мы шли, оказалось закрыто. Это храм с пещерой. Ну ничего, мы посмотрели другие красивейшие храмы и посмотрели самое главное, это вид с горы на город. Друзья, я переправляюсь снова на берег и буду подниматься и встречать закат на вот этот красивейший на горе храм. Вот так, друзья, перемещаются на пароме машины.
Зашел в лаосский храм, тут все очень красиво и стоит большой золотой Будда. Вот повезло, застал национальных костюмов лаосцев. Красивый очень храм, мне нравится, старинный. Поднимаемся на гору Фоуси встретить закат, и по дороге такие интересные ваты находятся. Тут храм замощен вместе со скалой, красиво в пещере, но тут под скалой Будды. Такие, друзья, красивейшие виды с горы. Сейчас начинается Golden Hour, золотой закат, и невообразимо красиво. Вечером после красивейшего заката я пошел на ночной рынок, Night Market. На нем представлено огромное изобилие качественной, вкусной еды, которая помимо того, что стоит относительно недорого, еще и интересно подается. Вот, например, рыба со шпинатом на палочках, на огнях. Все очень вкусно, очень сытно, очень оригинально, не похоже на Таиланд. Также можно купить кучу разных безделушек с изображением слонов, халаты, кошельки и тому подобное. Уровень цен очень дешевый. Например, вот этот рамен с гусем стоит всего лишь $1. Вот такое красивое место. Здесь в Меконг впадает другая река, и тут находится бамбуковый мост, по которому я сейчас пробегусь. И здесь речка Намхам Ривер. Как оказалось, бамбуковый мост не бесплатный. Стоимость пройти по мосту $1. В принципе, недорого, но как-то неприятно. Лайфхак от местного жителя. С правой стороны есть третий мост, который закрыт для автомобилей, но открыт для пешеходного перехода. Мост ведет прямиком к аэропорту. Так вот, можно перейти бесплатно тот мост и с обратной стороны пройтись по бамбуковому, там, где никто деньги уже не берет. И кроме самого бамбукового моста еще нравятся вот эти бамбуковые лампы. Иду, друзья, по бамбуковому мосту. Приятное ощущение, он не раскачивается, но такое, как по соломе идешь. Приятный мостик. С другой стороны, если заходить на этот мост, то дорога получается бесплатная. По дороге к водопаду меня сопровождают вот такие красивейшие террасы и красивейшие виды на горы. Еду я на байке, снял я его на один день. Цена 150 тысяч в сутки. На водопад невозможно проехать самому на скутере. Нужно покупать билет и ехать на электроавтобусе. Стоит это 25 тысяч. Я сейчас нахожусь у начала водопада Куангси. Это огромный каскадный водопад высотой 70, может быть 60 метров. И сюда подняться тоже не так уж и легко. Надо немножко повкалывать. Тут можно поплавать на лодочке вдоль реки, которая образует этот водопад. Вот такое райское место создал водопад. Здесь люди купаются, охлаждаются от жары. В общем, очень красивейшее место. Далее мы пытались купить билеты в Ан Вьенг, но, к сожалению, их нельзя покупать за наличку. Поэтому мы ехали на автобусе. Мы запаковались и вот так на корточках едем на табуреточках в Ан Вьенг. Но виды очень классные на горы. Все впритык.
друзья, я нахожусь в чудесном курортном городе Ван Дьенг. Это перевалочный пункт в Вьентьян. И главной достопримечательностью этого города, я считаю, вот эти сумасшедшие красивые горы. Итак, друзья, дошли мы до первой достопримечательности Ван Дьенга. Это пещера. Сейчас мы пройдем по вот такому мостику. Но что я хотел сказать. Но фишка же, конечно, не в пещере. Самый кайф — это идти вдоль этих величественных, зеленых, красивейших гор и этой красивой реки. И сейчас зима, то есть горы не сильно-то и зеленые. Это у них считается зима. Они типа полысели немного. Я представляю, какая здесь красота летом. Итак, друзья, подъем в пещеру очень высокий. Вот аж туда. Я попал в эту сумасшедшую красивую пещеру. Она высокая и приятная. И что мне нравится больше всего, она не такая темная, то есть она как-то освещается естественным освещением, то есть светлая пещера. Или кто-то действительно хорошо поработал над освещением. Вот так, друзья, красиво. Все освещается бесподобно. И ты, поднимаясь с горы, выходишь на этот балкон и смотришь на всю красоту города Ван Дьенг. Итак, друзья, я забрался на гору, на вид Нам Ксай Viewpoint. Вид, конечно, сумасшедший красивый, но забраться сюда было нелегко. Так что обязательно трекинговые ботинки или туфли, потому что камни, но это практически трекинг в гору. Не очень рекомендую подняться сюда и провести тут какое-то время. Вид абсолютно стоит тех усилий, чтобы на него забраться. Красивейшие горы, хоть и долго идти от Ван Дьенга, но оно того стоит. Друзья, сегодня я нахожусь в столице Лаоса. Город называется Вьентьян. Не путайте с Вьетнамом. Это город Вьентьян. И сзади меня визитная карточка города. Вот такие ворота. Ворота классные. Пока что это единственное, что мне понравилось здесь. Ну а я иду дальше посмотреть главный храм города. А в целом, пока я сюда шел, впечатление о Вьентьяне не очень. Какой-то такой административный центр. Энергетика напряженная, что-то машины, шум, гам. В общем, после Ван Дьенга здесь не очень ощущается. Мы сейчас подошли. Тут по периметру очень много разных храмов. Сейчас их все исследуем. Вот такой он красивый, друзья, золотой. Мне это место нравится тем, что тут практически нет туристов. Друзья, заметил, что храмы во Вьентьяне совмещают в себе элементы, как индуистские храмы. То есть есть вот такие колонны для тех, кто молится. В Таиланде и в Северном Лаосе такого я не наблюдал. Итак, друзья, целый день провел в столице Лаоса. Впечатление не очень. Во-первых, тут нет набережной, как в Луан-Прабанге. Тут большое поле от дороги, которое просто поля. То есть ее еще предстоит построить, эту набережную. Сам город не обладает особо архитектурным интересом и какими-то супер-пупер церквями или храмами. Ну, храмы как бы есть, они красивые, да, но общая атмосфера города после Ван Дьенга, ну, как-то не очень. Вот знаете, вот как бы ни о чем, обо всем и ни о чем. Поэтому лучше бы я остался на Ван Дьенге на один день больше, посмотрел величественные горы Аватара, чем ехал сюда. Но завтра я возьму дырчик и поезжу в окрестностях города. Может, какое-то мнение я об этом городе изменю. Цены тут в раза два дороже, чем в Ван Дьенге. На жилье, на еду. И это неприятно. Ну, я не скажу, что это космос, но это неприятно. Например, за отдельную комнату я платил $9, а тут плачу 15.
называется Будда-парк. Вот такие красивейшие сооружения, на которые я сейчас поднимусь, и не только они. Вот, например, сзади меня находится очень огромный лежачий Будда, прям огромный-огромный. Такие красивые, уникальные статуи. Посмотрите, как красиво. И вот такие. Вот уж действительно уникальный парк. Похожего я не видел, объехав весь Таиланд, практически всю Малайзию и Лаос. Сейчас поднимусь наверх этой ступы, друзья. Захожу в пасть. Вот что находится внутри, друзья. Тут как пагода, на каждом этаже этой пагоды свои инсталляции. Вот через такое маленькое отверстие я вылез. Ну и самое главное, тут, конечно, это вид на весь Будда-парк. Видно все статуи сверху. Очень красиво. Очень классный парк, я рекомендую. А также тут есть большой крокодил. Прогуливаясь по нему дальше, вот нашел статую огромного трехголового слона. Я сейчас нахожусь возле моста, так называемый мост дружбы. Это мост дружбы между Таиландом и Лаосом. Я нахожусь в Лаосе, по ту сторону Таиланд. Я хотел проехаться на мотоцикле по этому мосту, прокатиться, посмотреть на речку Меконг, но перед началом моста таможня, иммиграция. И въезжать обратно, платить $40 не хочется за визу. Поэтому я понаслаждаюсь видом на речку Меконг и на этот мост просто здесь, под мостом, в тенечке. Осмотрев парк Будды, я вернулся в столицу Вьентьян. Сдал свой байк, и у меня оставалось полдня, чтобы посмотреть величественные храмы этого города. Храмов довольно много, и, если честно говоря, я запутался, какой из них где называется, поэтому вам здесь не подскажу. Но они все находятся в центре города, и каждый, в принципе, храм достоин вашего внимания. Поэтому планируйте нормально ваше путешествие в Лаос, смотрите все не нахрапом, а с релаксом и впитыванием этой культуры и духовности.